В Car X-Drift Racing 2, как и во всех других телефонных играх, есть несколько типов управления, которые игрок выбирает под себя на свой вкус и цвет. В игре есть такой тип управления, как акселерометр, который по-простому называется наклон телефона. Вы на канале Catfish Studio, и сегодня мы поговорим о плюсах и минусах данного типа управления в Car X-Drift Racing 2. Акселерометр — это такой датчик в телефоне, благодаря которому ваше устройство может понимать, наклонили вы его или нет, и насколько именно вы это сделали. В своей жизни с акселерометром я познакомился совсем давно, когда еще был маленьким. На первых сенсорных телефонах еще была такая игра, запуская которую вы якобы пили из телефона какой-то напиток, и вот тогда-то я увидел впервые, что такое акселерометр. В Car X-Drift Racing 2 данный тип управления является самым популярным. Его используют, наверное, процентов 80 игроков, но ведь в нашей жизни не все идеально. У него должны же быть не только достоинства, но и недостатки. Первый плюс данного типа управления — чувствительность. Это самый жирный плюс акселерометра в игре. Когда вы играете в Car X, вы можете наклонять ваш телефон буквально на 1 градус влево или вправо. Соответственно, и автомобиль ваш будет менее чувствителен и резок к вашим действиям, за счет чего игра не будет засчитывать коррекции в парном заезде. Данный плюс еще дает возможность настраивать эту самую чувствительность в игре, благодаря ползунку в настройках. То есть, крутя эту штуку вот желтую, вы можете сделать так, чтобы когда вы поворачивали телефон на 15 градусов влево, машина поворачивала сразу резко так, что вы до телефона только дотронулись, а она уже у вас в стене. А Марк был хороший вообще. Короче говоря, это множитель вашего наклона телефона. Второй плюс управления наклоном телефона — свободные пальцы. Когда вы едете на акселерометре, вам потребуется пользоваться только 2 пальцами на обеих руках, только большими. На правой руке нажимать газ, а на левой — тормоз и переключать передачи, допустим, ну или наоборот. Поэтому, если вы работяга с завода и вам оторвало станком пальцы, не расстраивайтесь. Car X-Drift Racing 2 подумал о вас. Еще один жирнейший плюс данного управления — полное погружение в игру и ощущение физики. Играя на акселерометре, вы чувствуете, как ваш автомобиль едет, массу вашего автомобиля, чувствуете, как машина ведет себя полностью на трассе, потому что в течение заезда вы держите телефон и управляете им как рулем. Именно на акселерометре вы будете лучше всего ощущать скорость в игре, где и когда нужно затормозить, где ускориться. Вы даже габариты своей тачки будете лучше чувствовать на нем, потому что вы реально, когда играете на этом управлении, погружаетесь в игру полностью. Вот. По плюсам мы прошлись. Они очень жирные и реально играют важную роль в ваших парных заездах. Ну а что там по минусам тогда? Минусов у управления нет. Всем спасибо, что смотрели. Ставим лайки. Всем пока-пока. Из минусов у этого управления есть также значительные и незначительные. Первый незначительный минус акселерометра в Car X-Drift Racing 2 — сложное привыкание. Большинство игроков сталкиваются с такой проблемой, что они не могут быстро привыкнуть к этому управлению, перейдя с руля или тех же стрелок. И это ладно, окей, понятно, дело привычки. Но еще акселерометр — это такая штука, которая тебя заставляет вкатываться перед тем, как начать ездить на результат. Другими словами, разминаться перед показательным проездом. Лично для меня, когда я начинаю играть в Car X, я не могу сразу же показать хороший заезд лидером или же преследователем. Мне нужно сначала подразмяться минут 10-15, привыкнуть к управлению и его чувствительности, после чего уже начинать катать качественные парные, которые вот вы как раз таки видите всегда в моих видосах. Да. Второй такой не то чтобы минус, а неприятность, наверное, этого управления. Когда вы едете, соответственно, наклоняете ваш телефон, и изображение на нем тоже наклоняется, правильно? И поначалу у вас будет кружиться голова, и мозг не будет понимать, чё, куда, кого. Да, в игре есть настройка угол горизонта, которая позволяет сохранить ваше изображение при наклоне телефона, но оно не сохраняет его на 100%. Все равно искажение есть, когда вы наклоняете свое устройство, будь это планшет или мобилка маленькая. Ваши глаза будут не понимать, что происходит, и вы сначала будете пытаться наклонять голову следом за наклоном телефона, но потом вы все же привыкнете к этому, и вам не будет это доставлять такого сильного дискомфорта при игре в Car X-Drift Racing 2. Ну что ж, вот мы и подобрались сквозь эти минусы и плюсы управления, и подходим к тому самому, да, главному и самому жирному минусу данного типа управления, а именно акселерометра. И это наклон телефона. Наклон телефона? Да, именно
это. Играя на акселерометре, вы сможете заметить то, что ваш телефон, а именно этот акселерометр, датчик наклона, реагирует вообще по-разному на ваши действия с ним. Объясняю. К примеру, если вы лежите и играете в телефон и держите его так, то ваша чувствительность в игре будет одной, а если вы сидите и держите его вот так, к примеру, то она будет уже вообще другой. Именно из-за этого главного минуса вытекает тот прошлый. Вам нужно всегда прикатываться и разминаться перед заездами. Держа телефон в одном положении, ваша машина будет более чувствительна к наклонам телефона. Держа его в другом положении, машина будет вести себя уже соответственно по-другому. И именно этот вот минус меня больше всего раздражает в данном типе управления. Но как я уже сказал, к этому просто нужно привыкнуть и приучиться разминаться. Как-то так, друзья, получилось. Спасибо вам всем за просмотр. Пишите в комментариях, на каком управлении вы играете в CarX Drift Racing 2. Ставьте лайкосы свои под ролик, бейте в колокол, чтобы ролики новые не пропускать. И всех целую, обнимаю на этой нотке. Всем пока-пока.